Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Многие давно просили сделать сборку ПК на Intel, поэтому сегодня мы будем собирать очень сильный игровой компьютер на Core i5-9400F. Ну а перед тем, как перейти к выбору комплектующих, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунд делов, а мне будет приятно. Ну что ж, давайте перейдем в интернет-магазин и приступим к сборке нашего игрового ПК. Ссылки на все комплектующие вы, как всегда, сможете найти в комментариях под видео. Ну и первым делом предлагаю взять сам процессор от Intel Core i5-9400F. Обойдется он нам в 12299 рублей. И брать мы будем именно OEM-версию, так как кусок металла из боксовой версии можно смело выкинуть в мусор. Он абсолютно не справляется с отводом тепла от процессора. Жить с ним, конечно, можно, но переплачивать за него смысла нет никакого. Поэтому мы возьмем не очень дорогую, но в то же время сильную башню Deepcool Gammax 200T. Обойдется она нам в стоимость двух боксовых кулеров, а именно в 1199 рублей. Но зато теперь мы точно будем уверены, что в корпусе никто не будет жарить яичницу. Ну и давайте плавно перейдем к выбору материнской платы. Для сборки ПК за 60 тысяч рублей было бы глупо ставить какой-нибудь бюджетный H-чипсет. Поэтому я рекомендую взять проверенную временем MSI B360A Pro за 6799 рублей. За эти деньги она не только имеет радиаторы на цепях питания процессора, но и может удовлетворить все потребности в разъемах. Здесь даже есть один USB Type-C, с которым работает сейчас большинство современных девайсов. И теперь мы переходим к самому интересному, это к выбору АЗУ. Если бы мы сейчас собирали Рязань, то можно было бы смело брать планки на 3200 МГц и выше. Но с Intel не все так просто. Кстати, если вам интересно посмотреть на сборку ПК за 50 тысяч рублей на процессорах Ryzen, то вы уже можете посмотреть ее на моем канале. А тем временем я присмотрел неплохую оперативную память Kingston HyperX Fury с частотой 2666 МГц за 5999 рублей. Так как мы собираемся не на Z-чипсете, то нет никакого смысла брать планки с большой частотой. А этот кит оперативной памяти на 16 ГБ имеет как неплохой внешний вид, так и вполне меняемые 16-е тайминги. Можно же, конечно, взять обычные зеленые плашки, но так сильно экономить в этой сборке мы не будем. А эти планки идеально впишутся в сборку ПК на Intel. Видеокарту мы сегодня поставим такую же, как и в других моих сборках. Это 6-гиговая Polit GeForce GTX 1660 Super Gaming Pro, которая обойдется нам в 18099 рублей. Брать что-то лучше бюджета нам все равно не хватит, а за эти деньги мы получим отличную видяху под i5-9400F. Еще неплохим вариантом было бы рассмотреть видеокарту от AMD RX 5600 XT. Но, увы, у этих карт есть небольшие проблемы с перегревом в самых дешевых версиях. А переплатив за более достойное охлаждение, мы уже немного выйдем за рамки адекватного соотношения цены и качества. Теперь осталось чем-то запитать нашу игровую сборку. Потреблять наш ПК будет порядка 300 Вт, и в целом блока питания на 450 или 500 Вт нам бы хватило с головой. Но я решил не экономить на самом главном компоненте ПК и взять его даже с запасом под апгрейд. Ведь согласитесь, когда есть очень хороший блок питания в компьютере, то можно в любой момент ставить топовую видеокарту и не бояться, что вам его не хватит. Поэтому я рекомендую взять очень достойный БП Be Quiet System Power 9 на 600 Вт. Обойдется он нам в 5050 рублей и гарантирует сохранность наших комплектующих даже при самых пиковых нагрузках. А для тех, кто хочет сэкономить, можно взять такой же блок питания, только на 500 Вт. Его также с головой хватит для i5-9400F с GTX 1660 Super. В общем, система уже почти собрана. Осталось только подкинуть какой-то SSD и выбрать красивый корпус. Чтобы вам хватило достаточно места под игры, я выбрал довольно большой SSD на 480 ГБ от компании Western Digital. Стоит он 4299 рублей и может похвастаться неплохой скоростью чтения среди своих конкурентов по цене. Можно было бы сделать классическую связку из SSD на 120 и жесткого диска, но по деньгам это вышло бы примерно так же. Поэтому не будем покупать медленный хард и сядем сразу на царские SSD. Ну и собрать все это добро я предлагаю в очень стильном корпусе Deepcool Matrix 50. Мало того, что у него очень привлекательный внешний вид и хорошая продуваемость, так в комплекте нам еще поставили 3 кулера, которых в целом хватит для охлаждения нашей и так холодной сборки. Итого такой ПК на i5-9400F обойдется нам в 58 343 рубля. За эти деньги мы получим достойную производительность для современных игр, а также сможем спокойно дожить до нового поколения компьютеров с DDR5 памятью.
Можно было бы собраться на новеньком процессоре i5-10400F, но, к сожалению, цены как на него, так и на материнки до сих пор не пришли в норму. Так что пока оптимально будет собрать ПК на старом поколении. А как только устаканятся цены на новое поколение, я обязательно сделаю сборку на нем. А вы напишите в комментариях, понравилась ли вам эта сборка на Intel, или вы бы хотели что-то тут поменять. Также хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться ко мне за помощью в моей группе ВКонтакте. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!